Всем привет, с вами Андрей. Мы продолжаем Shattered Pixel Dungeon. Остановились мы на том, что закончили с боссом. Как говорится, босс жижа повержен. Итак, что мы имеем в наличии? У нас есть меч второго уровня и броня темноты второго уровня. Неплохо. Есть рапира, точнее она называется шпагой здесь. Это шпага, которая делает выпад. Выпад это неплохо, но получается он сокращает дистанцию. У нас есть одна хилка. По идее у нас не густо. 1500 денег. Много очень камней разного. Так, страх, интуиция, очарование. Ага, ясно. То есть у нас получается свитков на один меньше. Ясно. У нас есть огонь. Огнецвет. У нас есть солнечник. У нас слепота есть. Слепота, у нас нечего кидать. Угу. У нас есть... персонаж не голоден. У нас 12-я сила. 6-й уровень. Угу. Прокачали мы вот такие вот способности. Дуэлянт получает 3 единицы щита, когда использует способности. Ее здоровье меньше аж 40 или 60%. Хорошо. Бонус атаки я так и не понял. Так, у нас... Ну, это потом будем разбираться. Сейчас мы будем... Так, у нас 9 росинок. Будем собирать побольше росинок. Нужно больше росинок. Так. Вот самое оптимальное было жиже здесь сражаться. Вот на этом участке. Здесь очень много воды. Здесь очень плохо сражаться. Здесь тоже плохо сражаться, потому что очень много воды. Так, мы, получается, не нашли, ну? Да. Здесь только вот здесь вот где-нибудь. Это вряд ли. Так. Я думаю использовать один камень ясновидения. Вот, мы его нашли. Камень ясновидения открывает область, ту, в которую брошен. Ну, как говорит, показала практика, монеты лишними не будут, особенно для персонажей, которым, скажем честно, не особо богатый. Поэтому делаем как-то так. Итак, 6-й уровень. Торговец, вижу. Так, метательное оружие ставим. У нас есть молоточки. А так у нас что меч делает? Меч у нас дуэлянт может рассечь врага коротким мечом. Эта атака наносит на 30% больше урона и гарантированно попадает. Если, рассекая противника, дуэлянт убивает его, то она может использовать эту атаку еще раз бесплатно на протяжении 5 ходов. Я думаю, надо в мечи идти, у них там вроде способность какая-то есть. Если дуэлянт убивает врага при помощи способности оружия, то она получает еще 2 ускорения. То есть помимо того, что мы... Это получается... Это получается то, что мы использовать бесплатно, плюс еще и ускорение. То есть мы можем добежать до цели, до следующей. Что очень удобно. Так, 1500 берем обязательно анх, берем обязательно футляр, потому что они основные. Так, у нас хилка, цвет фиолетовый. Хилку надо тоже взять обязательно. Ну и еду. Потому что с едой у нас что-то вообще голяк. Осталось 300 монет, я думаю, пока повременим. Скорее всего, выход еще влево есть, но мы пока его не видим.
Ключи без охраны стоят. Что удивительно. Так. Вот наш первый враг в текущем подземелье. Да, мы явно для этого врага слабы. Он нас очень больно бьет. Для текущего врага мы достаточно слабы. Нам нужен следующий доспех уровень. Кстати, я не продал доспех. Ладно, бывает. Так, ну у нас ключа все равно нету, нам бесполезна у нас палочка и кольцо. Но я даже не знаю, по идее кольцо поинтереснее будет смотреться. Но опять же, неизвестно, насколько оно проклятое. Так, ловушка с едкой слизью. Опа, опа. Опа, красота. Так, следующий уровень. Поедание пищи занимает один ход. Ну, один ход надо в любом случае ставить. Это в любом случае основное. Уклонение дуэлянта может быть бесконечное, когда она использует зелье. Интересное. Дуэлянт получает один заряд главного оружия каждые 10 ходов, пока он находится под действием перезарядки или артефактов. Вот это тоже нужно на единичку нам шлепнуть. У нас всего 6 пунктов. Так, это мы читали. Это ускорение после убийства. Дуэлянт может моментально поменять все экипированное оружие один раз с перезарядкой 20 ходов. 2 раза. 1 раз и 2 раза. То есть это смена оружия. Смена оружия — это интересно. Так, но мы, мне кажется, будем с одним ходить с новым оружием. Второе оружие нам пока, я думаю, особо не сильно нужно. Так, у нас всего 6 очков будет, поэтому надо выбирать. Это, я думаю, 1 будет. Уклонение — это интересно. Вот это, наверное, тоже 1. Чтобы, как говорится, главное оружие регенерировалось. Это можно, в принципе, в 2, наверное, взять. Ну, давай поедание пищи, чтобы она быстрее ел. Меньше ходов тратил на это. Как заряд еще лишним не будет. Уклонение, когда он использует исцеление. Для боя, конечно, неплохо, но, опять же, уклонение, его надо усиливать. Перезарядку тогда будем брать. Ну и вот эту спешку обязательно. Обязательно брать спешку. Так. Первый вор. Это у нас ловушка с едкой слизью, да, нас сейчас будем травить вора. Он нас видит? Он нас не видит. Проблема в том, что вора надо еще шаг делать. Он нас увидел. И вот только теперь надо что-нибудь в него кинуть. Наподобие вот брони, например. — 19 ходов. Теперь мы просто, как говорится, прячемся от вора. Вор погиб. Погиб от яда. Ну, от яда ловушки, которую мы активировали. Кстати, самое странное, что он за один раз украл. То есть он нас один раз ударил и сразу же украл. Нам настолько не повезло, получается, что удивительно. Кстати, может быть очень много ловушек. Но, правда, в траве они редко. Как раз таки в траве большая часть ловушек и таится, потому что они какой-нибудь огонь впихнут сюда, и ты будешь развлекаться потом. Что у тебя?
как говорится, успевай не гореть. Жалко, что у нас нет скорости, а пока ее не выдали. Еще один вор. Тут, в принципе, несколько вариантов. Я думаю, попробовать самый очевидный. А, то есть ты с одного удара меня хреначил? Это да. Ну, видели, да? Вор с одного удара, который делает все. Ну, ускорение обязательно, потому что оно нам даст возможность спастись от всяких вот таких вот скелетов, не скелетов и тому подобных ребят, которые очень больно бьют. Да и элементарно убежать от опасности на ускорение позволит, поэтому ускорение основное. Вот опять же, мы какой раз его убили, а так бы если бы убили при помощи способности, мы же его ваншотнули, то мы бы сейчас 3 хода ускорения, ну или 2, все зависит от уровня прокачки. Мы бы сейчас, поэтому надо следующий качать обязательно ускорение. Поэтому как-то так. Тут очень много скелетов и какое-то зелье. Зелье силы. Зелье силы нам обязательно нужно. Восстанавливаем немного здоровья, хотя бы 20 плюс, чтобы было. У нас муха пришла. Это очень плохо. Муха достаточно сильный соперник. Но скелеты, они сильные, потому что у них при гибели они бьют по площади вокруг себя. То есть они могут зацепить и своих, и чужих. Нам нужно, чтобы кто-нибудь за нас согрелся. Вот. Агр прошел одного. А что нам убийство это дает? Рассекание. Долин готов продолжать снова рассекать врагов. Следующее рассекание не потребует зарядов оружия. По сути говоря, это бесплатный урон. То есть ты... У нас 0, как говорится, например, зарядов было бы, у нас было бы вот это рассекание. То мы элементарно могли бы их рубить и рубить. Но обязательно забираем силу, потому что сила это must have. Без зелья силы, конечно, проходить можно, но очень сложно. Вот видите, возвраткой у меня еще урон впихнул. То есть я его победил, а он мне взял возвраткой урон впихнул. Видите, в чем проблема этих воров? То есть они не такие сильные, но они очень гнилой у них характер. Они постоянно как крысы сбегают. То есть вы будете элементарно за ним постоянно бегать, если вы его случайно не убьете. Есть ключ. Палочка, она лучше в этом вопросе, в том, что вы можете элементарно... Опять же, у нас еще одна дверь. Свиток возмездия. Это очень сильный свиток, особенно Грейжа на его версии. Я думал, скелет нас не увидит. Было бы классно, кстати, если бы скелет нас не увидел. Ускорение очень нужно, поэтому максимально нужно. Как говорится, скорость это жизнь. Чем выше у вас скорость, тем комфортнее вам играть будет. Если есть возможность, качайте скорость на максимум.
Но опять же, скорость без урона, она также будет бесполезна. То есть, если вы вкачаете full скорость, например, на персонажа скоростной, ну, который этот, Рога. Качаете ему скорость. В принципе, я думаю, брать кольцо и молиться, чтобы оно было не проклятое. Пока оно, правда, неизвестно какое. Так, у нас есть два доспеха. Учитывая местоположение кольчужных доспехов, которые у нас в инвентаре стоят, я думаю, стоит одеть пока вот этот. И посмотреть. Доспех 14. То есть доспех нам не актуален. В данный момент, по крайней мере. У нас есть еще один свиток улучшений. Замечательно. У нас есть скелет. Так. Какой же скелет, а? Нам щит дали. У-ху! Щит — это просто имба. Ну, я, честно, я не понял до конца, как он работает. Но, во-первых, 3 уровень, он 14 сил имеет. То есть дуэлянт может защитить себя круглым щитом, становясь полностью неуязвимой, эта женщина, к следующим физическим и логическим на протяжении 5 ходов. Во-первых, щит блокировку урона дает, то есть по вам меньше попадают. Но я думаю, если использовать второе оружие, то используйте именно ее. Дуэлянт может совершить мощным наручным топором. Это не сильная, но предсказуемая атака. Имеет на 70... ну это мы играли в прошлый раз. Кому интересно, в прошлое прохождение. Вот с топорами и тому похожим. Который кидает слабость. И очень сильная штука, но она очень редко попадает. Вот эта способность. Мощный удар, который... Хотя написано меткое оружие. Нет, оно само по себе попадает, но он очень... сомнительное, одним словом, удовольствие. Опять же, у нас в данный момент скорость благодаря убийству идет. То есть мы можем, по сути, и идет рассекание. То есть мы бесплатно можем использовать свое оружие в течение 5 ходов. Что очень удобно. Так, у нас идет скелет опять. Как же ты утомил, товарищ скелет. Ты меня не видишь, но ты меня увидел. Товарищ скелет. Так, продаем вот эту. Ну, учитывая то, что у нас оружие есть, я не думаю, что нам что-то сильнее выдадут. Да, она, конечно, может быть +1, но я склоняюсь к тому, что оно нам не актуально. Доспех проклятый, в принципе, неплохо. Но пока не актуально. Кстати, а у нас способность что там делает? Где эта способность у нас? Способности. Опознает оружие в 2,5 раза быстрее и броню. Распознает оружие, когда экипирует, и броню в 2,5 раза быстрее. То есть мы могли оружие сразу прозвонить. Тупанул. Ну ладно, бывает. Про мощный топор я сказал, что он хорошая вещь.
Для прохождения, для начального она очень сильно пойдет. Одеваем кольцо, смотрим. Кольцо не прозвонилось пока еще. Есть рапира. Рапира, кстати, с блокировкой, но она... Когда вы в мели бою, опять же, она получается как сокращение дистанции идет. То есть вы можете с рапирой врываться, потом переключаться, например, на этот, на короткий меч и рубиться. Я думаю, надо попробовать второй доспех посмотреть, что он из себя представляет. Переоделись. Ясно, доспех тоже 14. Но я думаю, очевидно, что можно доспех, который на мне, продать. Но они оба 14, поэтому погоды от них нету. По кольцу пока непонятно. У нас кольцо, доспех может быть другой. У нас кольцо скорости, судя по всему, если я правильно понял. Мы доспех зря продали. У нас кольцо скорости, видимо. Вот это нам повезло, так повезло. Подожди-ка, давай проверим. Блин, ну я продал уже. Ладно, мы еще найдем. Нет, смотри-ка, доспех хороший. Доспех прям замечательный. Текущий доспех +1. У него характеристика. Да, конечно, темнота, она классная вещь. А у нас кольцо скорости в данный момент. Правда, тут не написано, но оно видно по вот этому шарику, который под иконкой персонажа. У нас доспех +1, плюс еще... То есть, в принципе, как оно прозвонится, можно будет его... Да что ты будешь делать? Что ж такой ты непрямой? Ну, вода безопасная в большинстве случаев. Единственное исключение, если вы под морозом идете под каким-нибудь, тогда оно для вас очень опасное будет. Какое-то странное местоположение. Такое чувство, что что-то тут должно быть. Мне кажется. Просто, да, здесь что-то должно быть. Свитки опознания, у нас где они? У нас один свиток, но их лучше прозванивать на этот. Как он называется, сейчас покажу. У нас, кстати, очень плохо с едой все. На свиток предсказания, потому что на начале вам нужнее именно он будет. По идее, конечно, нам не завезли от слова совсем. Ну ладно, что, будем двигаться дальше, как говорится. Посмотрим, посмотрим. Очень много скелетов. Ну, у нас еще и ускорение. Такс. А сколько он дает щита? Там написано. 3 единицы. Ну, на начале щит неплохо. Как, ну и лишним он тоже не будет. У нас ускорение, поэтому мы от него просто убежим. Ну, неплохо. Единственное, по еде нам немного не сильно повезло. Так. Ну, у нас, в принципе, есть еще. Здравствуйте, товарищ чародей. Здравствуйте, мисс. Угу. И тебя туда же, товарищ чародей. Ну, это же женщина. Мы же играем за женщину. Какой невероятный приятный сюрприз встретить короче говоря, с непогнетенным рассудком в тем гнетущем месте. Если вы согласны
Согласен помочь старику, для вас просьба. Я пришел сюда найти редкий ингредиент для палочки, но заблудился. А мой магический щит постепенно ослабевает. Вскоре мне придется покинуть это место. Но я очень не хочу возвращаться с пустыми руками. Не возвращайся. Оставайся тут. Я ищу прах мертвеца. Это особый вид измельченных проклятых костей, обычно встречается в подобных местах. Где-то здесь должна быть комната, находиться заваленная, в которой есть эта пыль. Однако, будьте осторожны, проклятие, лежащее на этой пыли, достаточно мощное. Верните ко мне как можно скорее, и я сниму его. Если ты справишься, я буду рад тебя благодарить одной из своих замечательных палочек. У меня их 2 с собой, выберешь, какая тебе нужна. Обязательно. Считай, что я у тебя все палочки уже забрал. Наутис. Свиток. И еда. Скелет, иди сюда. Давай подеремся. Вы опознали доспех. Замечательно. Да, нам нужно дальнобойное оружие, чтобы они нас даже не трогали. Либо бить их вот чисто умениями. Да, возвратка это больно, ну а куда деваться? Так, нам газ впихнули. 4 от заразы. Ай-яй-яй. Так, мы нашли место. Его нужно поджигать. Но проблема в том, что он в огне стоит. То есть чисто зелье огня получается только. Тут вода. Воду мы как только подождем, она моментально потухнет. Поэтому нам... Отлично. Нам придется... Самое странное, что мы не нашли... Так, 2 скелета. Скелеты это хорошо. Так. Мы зелье нашли какое-нибудь? Нет, ни одного зелья нет. Да, нам прям везет. Опа. Здравствуйте, товарищ Мимик. Мимики достаточно сильные, ребята. Привет, скелет. Давай подгребай. Отлично, 9 уровень. Ну, скорость лишней не бывает, я думаю. Хотя, можно, в принципе, что-нибудь еще взять. Так. Дуэлянт находится... Получает 10 заряд, пока находится перезарядка или действие перезарядки или артефактов. Ну, единичка максимум сюда можно впихнуть, в принципе, я думаю. Пускай, как говорится, перезаряжается. Дуэлянт может поменять экипированное оружие. Но опять же, это при условии, если вы с 2 оружиями играете. Ну, такой талант, конечно, интересный, но опять же, я когда первый раз его смотрел, мне он особо не понравился. Постоянно переключаешься между оружиями, то есть такое себе. Проще взять, не знаю, руками одеть его. Ну, я думаю, спешку еще на единичку впихнем. Бурдюк сейчас осветим. Анх, чтобы у нас был шанс хотя бы выжить тут. В этом месте. Увидим безумного вора. Помахаем ему ручкой. Здравствуйте, товарищ вор. Вы хотите меня ударить? Фу, какая грязь.
О, у тебя проблемы. У тебя большие проблемы. Ну, ты пока развлекайся с пчелой. Ты хочешь сказать, ты убьешь пчелу, что ли? Ну, попробуй. Можешь мне поверить на слово, убить пчелу достаточно тяжко. О, видишь, пчела его шлепнула. Куб. Силовой куб. Очень сильная вещь. Она высокоуровневая, и нам просто сил не хватит, чтобы ее использовать. Забираем все росинки, учитывая то, что у нас квадратики есть, и у нас скорость присутствует. Я думаю, надо еще... Сколько там свитков? Кинуть еще, чтобы просто лежали. Помахать ручкой скелету. Опа, у нас страж. Первый страж, кстати. Страж — это очень больно. Он любит свою притяжку делать. Да, вот я про что и говорил. А его притяжка игнорирует скорость. И стражи очень больно бьют еще. Скелет убежал. Ты меня увидишь, да? Это некую зелень. Серое зелье. Но нам пока неизвестно. Нужно больше скорости. Нам бы еще дальнобойное оружие какое-нибудь. Кстати, интересно, у этого оно продавалось? У торговца. Торговца. Мимика. Нам бы тоже желательно шлепнуть. Опа, у нас есть солнечник. Его бы в идеале нам сейчас использовать. Хотя у нас ПХП все неплохо, в принципе. Поэтому спор. Да проблема в том, что у нас потом забрать его могут. Поэтому я думаю его сейчас использовать. У нас потом просто его кто-нибудь, какой-нибудь из мобов случайно заберет, и мы его и лишимся. Система, конечно, в последнее время. В идеале, конечно, против стражи это солнечник использовать. Да ты гнида. Но я все равно быстрее. Что бы ты ни делал, я быстрее. Кольцо ускорения на плюс 4. Замечательно. Это лед. Лед — это хорошая фиговинка. И мы, наверное... Мы еще плюс в воде стоим. То есть нам прямо нужно откровенно далеко уходить, чтобы деактивировать ловушку. Самое интересное, расколотый горшок, он дальше не раскалывается на мелкие щепки, а он просто остается так, что очень весело. Ну давай. Здравствуйте, товарищ вор. Ух ты, как вы... О, вот! Ты охренел! Кстати, у меня вот зелье лечения скоммундить хотел, а? Вот неблагодарное существо. Попадаем. Ты еще так слабо попадаешь. Попадаем, я сказал. Ау! А у нас, получается, тут 2 зелья. Ну, мы не убьем этих. Мы максимум, что можем сделать, так это забрать у них этот... Пираний мы не убьем в данный момент. У нас ни инвиза, ничего не понятно. Опять же, у нас на данной локации 2 зелья должно быть, по идее. Но я пока только одно нашел. Либо они взаимосвязаны. Просто если мы... И непонятно, как узнать. Мы
пираний в данный момент не убьем, потому у нас неизвестное зелье. Тут два варианта. Либо это зелье огня, либо это зелье инвиза. Но опять же, если мы юзанем здесь огонь, мы просто сгорим к чертям к собачьим. И про, как говорится, про динамием огонь. Если это не огонь, а инвиз, то инвиз, в принципе, это неплохо. Я думаю, попробовать этим камнем интуиции прозвонить на... Получается, на инвиз. А огонь у нас известен. Ну у нас, если огонь известен, то это... Все понятно. У нас огонь известен был. То есть я заранее не увидел этого момента, что у нас огонь известен. Да, тупанул бывает. То есть у нас чистый инвиз, мы забираем себе зелье, это скорее всего зелье огня. Мы забираем зелье огня. Но они, я говорю, взаимосвязаны были, то есть было очевидно. Нам куда бежать-то было? Да тут 2 шага. Кидаем зелье огня в деревянную баррикаду и ждем, стоим. Тут вот скелет один проснулся. Ну, скелеты ведь это нормальное явление для этого уровня. Ты меня утомить решил, скелетик? Вот опять же, о чем я и говорил. Интереснее всего комбинация, когда у вас... Опа, ДМ, здравствуйте. То есть ты... Ясно. Давай подползай. Самая интересная комбинация — это кольцо скорости и кольцо скорости атаки. Скорости передвижения, скорости атаки. Это прям очень интересная комбинация. Больше скорости нужно. Так, тут... Нет. Да. Ну и чё ты, призрак, отвали от меня. Призрак, отвали от меня. Так, и как мне тебя обмануть? Подожди, гарантированно попадает в цель, да, у нас? Да, мы в курсе, спасибо. Так, палочка ударной волны или палочка электричества? Как говорится, палочкой молнии или палочка ударной волны. Ну и тут ежу понятно, что надо брать ударную волну. Электричество, оно, конечно, неплохое, но ударная волна будет сильнее. Она еще и +3. Ну нифига себе. Вот это нам повезло. Кстати говоря, мы благодаря палочке ударной волны можем пройти пираний. Нам нужно просто... Опа! А с пираний больше мяса не падает. Серьезно? Что так плохо-то? Представляю. Нет, падает. Нет, я просто его не видел. Я думал, уже с пираний мясо не падает. Я думал, я буду голодный. Здравствуйте, товарищ скелет. Вы решили ко мне в гости прийти? Давайте помикрим. Раз. Кстати, у нас есть... Пустоты у нас нету. Пустоты у нас нету, чтобы скинуть скелета. Три хода, как говорится, нужно больше скорости. Смотри, 1, 2, 3. И мы продолжаем еще идти. А у нас? У нас еще 3.
Как говорится, нужна максимальная скорость. А, кстати, кто-то к нам идет, смотрите. Видите, дверь открыта. Кто-то идет тут. Ладно, идем дальше, смотрим пока. Скорость просто помогает экономить еду очень сильно. Но опять же, нам найти дальнобойное оружие какое-нибудь, наподобие копья или что-то похожего. Кстати, а может, она у торговца есть? Ну, мы спустимся к торговцу, если ничего не найдем. У нас ключ, кстати, говорит. Хорошо. Надо прозвонить, а то в прошлый раз там была ядовитая ловушка. Горение. Твою же наковальню, а? Но опять же, благодаря скорости, мы, кстати, могли мясо пожарить. Ну ладно. Я не подумал. Ух ты, как вас тут много! Ага, то есть, судя по количеству ключей, у нас комнатка с виткозельями будет. Тут очень много врагов, и они достаточно сильные. Кстати, тут есть этот мистический грифель, благодаря которому мы зачаруем свою броню. А, кстати, можно, наверное, оружие еще посмотреть. Хотя мы, в принципе, щит, я, честно говоря, так и не понял до конца с этим щитом как. Я просто тестировал щит вот это на прошлый раз, когда проходил. Меня пару раз ударили, и что-то как, наверное, скорость атаки нужно щиту поднимать, чтобы он дольше жил, или как, я просто не понимаю, если честно. Так, некромант проснулся. Или как он там называется у них. Ты меня увидишь сегодня, алло? А, ты ушел, да? Ну ладно, сходи. Нет, вы все проснулись. Как интересно. Кто-то вышел. Кто-то второй вышел. Не, скелет, ты не угадал. Мы с тобой драться не будем. Ты просто идешь. Ой, блин, ты меня испугал. Это же некромант, я правильно понимаю? Да, некромант. Не, ну тут очень сильные враги. Нам с ними не справиться, по крайней мере в толпе. Точно. Да ты попади ты уже, что ты такой кривой? Вроде оружие второго тира. Понятно, то есть нам нужно оружие третьего тира. Ясно. Свитки какие-то странные. Блин, нам надо бы что-нибудь пожарить. Кстати, у нас есть семечко льда. Это хорошо. Выложить. Посадить. Ага. Здравствуйте, здравствуйте. Давно не виделись, как говорится. Спрашивается, нахрена мы встретились? Здравствуйте, товарищ страж. Вы мне хотите свой доспех подарить? Ух ты, нам дали баф на дубовую кожу. 0.15. Ну нифига себе. Вот это да. Доспех не страшно. Опа, лед. Лед, это интересно. Опа, землянка. Землянка это неплохо. У нас нету это. Опа. Ты меня на таком расстоянии видишь? А, то есть ты смотришь. Замечательно. Вот как это называется? То есть он смотрит влево, и я от него справа, и он по мне стреляет. Вот как это называется? Что это за читерство? Захренеть можно.
Он смотрит в противоположную от меня сторону и все равно по мне попадает. А ничего, что он не должен был этого делать. Потому что элементарно... Бум-бум-бум. Улучшение. Ага, ясно, доспех проклятый. Что за доспех? Коррозию. Не, коррозия нам не надо. Если вы не знаете, что такое коррозия, это из доспехов коррозии выделяется едкая жидкость, и все вокруг покрывается липкой кислотой. Одним словом, это то, что кидает слизь, как босс-слизь, которую мы до этого пробивали. У нас со спины идет страж. Явно не к нам, видимо. Нет, он просто гуляет. Ну, пускай гуляет. Ой, как вас тут много. О, у нас же есть палка-толкалка. Сейчас мы вас покидаем. Нам надо местность посмотреть. Ага. Так, ну скелета мы скинем 100% от этого крайнего. Этого тоже мы скинем скелета. Ну и этого тоже, в принципе, пускай летит. Вот это, наверное, самая лучшая локация будет для меня. Точнее, пустота, она хороша тем, что очень удобна. Так, золото. Алхимический огонь. Зеркальные копии и рассеивание. Рассеивание — это хороший свиток. Здравствуйте, страж. Вы же проходите мимо, да? Нет, ты идешь ко мне. Ну хорошо. Кстати, страж, давай я тебя скину. Хочешь, я тебя скину? Да, конечно. Ты, видимо, другого мнения. Давай, буксуй. Давай сюда. Ко мне, стражик. Давай, ко мне. Стражник, ко мне. Блин! Призвал на свою голову. Ладно, бывает. Сейчас подумаем. Надо еще один ход подождать. Ага, получается, он будет идти вот в эту вот клеточку. По диагонали, которая... Нам, получается, нужно быть где-то... Как бы тебе так оттолкнуть? А, у нас, то есть... А, я понял. То есть нам спиной стоять нельзя. К толкалке. Ау, ребята! Спасибо, что увидели. Дуэлянт. Под воздействием перезарядки. Ну, не знаю, воздействие перезарядки сомнительно. Поедание, наверное, тогда. Ну, потому что экипировать оружие там несколько. Я, честно говоря, сомневаюсь, что для нас это будет очень сильно профитно. Мы выбрали оружие и с ним в основном ходим. Ну, хотя, с другой стороны, в принципе, наверное, можно как-то попытаться. Не знаю. Наверное, пока еду возьмем, а там дальше видно будет. Проблема в том, что его надо убивать руками. То есть ты меня еще и не видишь, да?
А ты... А какого лешего ты моей скоростью ходишь? Ну-ка, расскажи-ка мне, товарищ. О, а то есть ты принципиально не двигаешься, да? Ну хорошо, базара нет, я от тебя просто убегу. Так, прыгать мы не будем. Вот тут у нас колодец отдаленный. Прыгать мы не будем, хотя, по идее, нам, конечно, стоило бы прыгнуть, но мы не будем этого делать. Так, у нас есть дрифель. Нам, как говорится, нам очень сильно пока везет. Нам дали еще одну скорость. Это руна скорости. То есть, по крайней мере, до вот этой брони, 16-й, которая, мы можем смело гулять с огромной скоростью просто. Нам сейчас еще поесть, и все, и проблема с едой будет исчерпана на ближайшее время, по крайней мере. Почему не стоит бить этого некроманта, точнее спускать его? Зелье, которое он может дропнуть, некромант дропает иногда зелье лечения. Нам осталось найти... Нам нужно найти дальнобойное оружие. Если оно у торговца, конечно, не продается, то нам откровенно не везет. Если оно продается у торговца, то нам прямо... везет прям на ура. Перекусим, побежим. Прыгать мы не будем, у нас хп нету. У нас всего 3 баночки, и то они... Так, еще один доспех, но у нас он в любом случае... Я не думаю, что нам лучше дадут. Конечно, могут в теории плюс 2, там плюс 10 дать, но это прям мечты, как говорится. Как говорится, влажные мечты. Еда обязательно. То есть скелет в любом случае либо отманивается, либо убивается, потому что еда это прям основное. Еще одно зелье ускорение. Ну да, мы же настолько медленны, что нам зелье... Опа! Здравствуйте, товарищ ДМ. Нам бы еще ускорить скорость атаки, вообще бы цены не было. Но чтобы ускорить скорость атаки, нужно, опять же, гигантская пиранья. Ее, кстати, можно, наверное... Опа, почему двое? А, 2 пираньи. Пираньи это, по сути, еда, поэтому не стоит проходить мимо, как говорится. Вор еще. А тут 2 стража, ну нифига. Один некромант проснулся. Да ладно, я ж тебя не будил. Чё ты просыпаешься еще? Вор что-то тут забыл, непонятно. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Да отвалите, товарищи. О, понятно. Началось. Понеслась моча по трубам. Мы спрятались. Мне кажется, они будут преследовать. Опа! Какое-то там оружие я увидел. Вот я говорю, было бы дальнобойное оружие, но, правда, против стражи это не работает, потому что он постоянно притягивать будет. Но против остальных это прям на ура работает. Так, мы что оставляем? Значит, мы оставляем вот это. Она пока неизвестная. Оставляем вот эту. Она тоже пока неизвестная. Боевой посох, он у нас дает уклонение. В принципе, неплохая вещица. И дает еще блокировку. Что неплохо. Но опять же, он
Дуэлянт может принять, это боевой посох, для защитную стойку со своим боевым посохом. Стойка удваивает шанс уклонения на 6 ходов и активируется мгновенно, но стоит 2 заряда. Проблема в том, что нужно уклонение ловить. Под посох уклонения нужно ловить уклонение. Как бы это смешно не звучало. То есть дополнительное уклонение, тогда у вас, в принципе, все будет неплохо. Но опять же, уклонение, оно не всегда работает, особенно на элементальной атаке, оно такое сомнительное. По сути, нам надо вот эти вот... У нас очень много мусора. Я предлагаю сбегать на, получается, какой уровень у нас? На 7-й уровень, на 6-й? У нас на 6-м уровне, да, на 6-м уровне. Сбегать на 6-й уровень, у торговца купить этот... Если у него есть в наличии дальнобойное оружие, потому что оно прямо нам очень необходимо. Если мы сейчас найдем, где куда бежать. Где тут у нас переходик. Нам просто очень сильно со скоростью повезло. Вот, нашел торговца. Дальнобойного оружия у него нет, увы. У него есть дротики. И дротик вот этот. Ну это копье вообще называется. Но не суть. Факт в том, что дальнобойное оружие ему не завезли. У него 2 инвиза и янтарное зелье какое-то. Блин, дальнобойного оружия у него нету. Обидно. Наверное, стоит тогда свиток рассеивания взять и свиток опознавания. Вообще карта тоже нужна. Ну, за картой мы еще сбегаем. Ну, по еде взять горшочек. Бежим к торговцу. Продадим ему лишние вещи. Тут всякие скелеты. Вот опять же, было бы дальнобойное оружие, тут этот скелет бы падал бы за пару секунд. А так, из-за того, что мы не на дальнобойном оружии, мы получаем урон. Ну, в принципе, нам сколько у нас свитков рассеивания-то? У нас 3 рассеивания. Не, нам опознавание. 3 рассеивания это много. Так. Дротик обязательно брать. Потому что он в любом случае вам понадобится. Ну, имеется в виду, если вы будете играть через дротики. Ну и опять же, дротики, они чем функционал у них? Вот сейчас он, например, он заряжен на отраву, то есть на яд. Потом, как только он израсходуется, вы можете его на что-нибудь еще зарядить. То есть он, по сути, бесконечный. То есть это как бесконечное метательное оружие. То есть чем больше у вас дротиков, тем лучше. Тем больше вы сможете народу шлепнуть. В целом. Так, 1000. Наверное, пока не стоит, хотя я бы взял. Посмотрим, что еще можем продать. Посох. Вот про посох я не знаю. Ну, доспех я тестировал. Уйди. Тестировал щит, он мне, честно говоря, не понравился. 0.4 блокировка, конечно, классная. Но боевой посох вот мне больше в этом вопросе зашел, потому что он дает именно уклонение. Уклонение, оно, конечно, без грейда, без дополнительного, оно сомнительное, но все же уклонение вещь неплохая. Поэтому, наверное, от щитка мы откажемся. Точнее, его продадим торговцу. Рапира. Ну, рапира неплохая за счет блокировки, но она дает именно врыв. То есть ты как бы врываешься в цели. То есть, по идее, вот с этой шпагой можно ваншотать змей, например, на начальном уровне. Очень сильно, потому что они гарантированно попадают в цель. То есть это сильная достаточно вещь. Так, поэтому как-то так. В принципе, нам, наверное, больше пока ничего особо не надо. Карта нам будет нужна позже. Рассеивание, в принципе, пока нам особо тоже не нужно. Единственное, нам может взять этот горшочек
А это что за зелье? Это неизвестное, да? Неизвестное зелье. Ну, это единственное неизвестное зелье ведь. Но опять же, лучше всю металку забирать, конечно. Ну и все, и побежали. Тут 3 зелья невидимости. Их лучше забрать, потому что они спасут вашу шкурку в случае очень сложного боя. Но у нас нет на них монет. Одно зелье 300, у нас 240. 240 монет у нас. Поэтому в этом вопросе нам немножко не повезло. Мы на 9 уровне, и у нас есть пустота. Так, тут там бегает. Это ты. Так, ладно. Выбрасываем брони все, которые нам понадобятся. Посох, не знаю, насколько он актуален. В принципе, посох с блокировочкой, он нормально. Опять же, нам сейчас в данный момент нужен урон, потому что они, скажем честно, почему? Потому что у него способность, сейчас я покажу, у оружия, убивает при помощи способности оружия. То есть оружие, способность оружия должна быть боевая. Если она не боевая, вы, откровенно говоря, слились. Поэтому способность должна быть именно боевая. Если она не боевая, вам будет элементарно некомфортно. Поэтому как-то так. Так, секундочку, я тут переоденусь немного. Как говорится, работа не волк, но работать надо. Так, продолжим. У нас получается некромант. В данный момент на нас хочет доказать, что он самый умный. Давайте побьем некроманта. Капец, скелет еще и 2 атаки делает. Вот это да. Опять же, нам элементарно не дают исследовать. Но мы с ним драться не будем. Опа, еще. Это 14-й меч. То есть мы его должны одеть обязательно. И желательно, чтобы он был не проклятый. Не смогли. Убить цель. Еще одно зелье. Ой, капец, тут зелий, конечно. Инвентарь. Инвентарь слабоват в этом вопросе. Самое странное, мы не нашли ни один алхимик. Ни одного алхимика не нашли. А вот и химик.
Товарищ химик! Здравствуйте, товарищ химик. Давно не виделись. Так. Прозванивайте обязательно свитки, зелья, все вот это вот. Чтобы вы элементарно знали, где у вас что лежит. Слепота. Огонечек, огонечек. Это у нас телепортация, яд. Так, это яд. Яд убираем. Взрыв нарастает. Оставить. Давай огонечек. Это зелье, которое только что сделал, зелье крови дракона. Оно даст нам возможность иммунитет к огню на короткий промежуток времени. Нам не дали дальнобойное оружие, поэтому нам, видимо, придется изобретать велосипед, как говорится. Поэтому будем думать. А, там еще вода есть? Блин. Ладно, бывает. Я вот про вот эту вот воду, которая за барьером самим. Обычно же идет барьер, а тут, видите, получилось 2 воды. Да что ты будешь делать? Что такой урон дохленький? 12 уровень, последняя способность на текущем уровне. Уклонение мы, наверное, брать не будем, хотя... Опять же, под уклонение нужно собирать билд. Смену оружия, ну не знаю. Давайте действительно, наверное, возьмем смену оружия. Пускай валяется. Может, когда-нибудь она что-нибудь там... Не, все-таки пираньи очень больно бьют. С ними лучше в бери не сражаться. Поэтому делайте что хотите, но с пираньями в милишном бою не сражайтесь. У нас, кстати, 14 меч есть. У нас что по силе? А вот сила у нас пока 13. То есть, видите, как получается. У нас меч-то вроде есть 14, но сила 13. Из того, что сила 13, мы не можем. По крайней мере, я не хочу рисковать. У нас должна быть левитация где-то. Вот левитация. А вот и зелье силы, кстати. Вот, зелье силы. И вот, в принципе, 14 меч. У нас он еще и +1. Вы представляете, насколько нам повезло? Это ж офигеть можно. Да, он там. Урон чуть меньше, чем у предыдущего.
У этого на 30% больше, а у этого на 27% больше. Но все же, он еще и +1. Такс. Значит, что мы имеем в наличии? Я предлагаю тогда, учитывая то, что у нас есть, получается, где она? Кристальная дверь. Это закрытая дверь, сделанная из магического хрусталя. Она прозрачная, нам понадобится хрустальный ключ, чтобы ее открыть. Вот. Учитывая, что у нас есть эта дверь в наличии, я предлагаю попробовать спрыгнуть. Странно другое. Куда у нас еще одна делась? Их только двое было. Ну ладно, двое. Так, что бы нам такое изобразить тут? Да, нам будет костяшка тут. На первой стадии с боссом нам, конечно, будет тяжко, потому что у нас мы не нашли. Ну, в принципе, ладно, подумаем об этом. Что могу сказать? Делаем максимальное количество хп и прыгаем. Делаем максимальное количество хп и прыгаем. Опять, почему же вы мне не даете порегениться, а? Что же вы за люди-то за такие, а? Или вы не люди, нифига? Дайте полечиться. Да ты утомил уже! Они просто издеваются. Понятно, ладно, надо прыгать. У нас кровотечение. Так, у нас очень мало хп. Швырнем солнечник, постоим пару секунд. Руна маскировки на броне, вот на этой одета. Эта руна позволяет своему владельцу становиться незаметно на фоне высокой травы, даруя ему кратковременную незаметность. Это очень хороший билд. Как вариант, можно ее использовать. Ну, ладно. У нас еще тут... Как вас тут много, а? Ой, товарищи, идите-ка вы в лесу погуляйте все дружно. Так, нам надо куда? Нам надо вниз идти, а я вверх шлепаю. Нам надо вниз. Ладно, всем спасибо. С вами был Андрей. Всем пока-пока.